Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие новости происходят, куда катится этот мир и какие движения предполагаются на вечерней сессии по нефти, золоту, доллару, рублю и другим активам. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас по календарику, какие события произошли и что здесь интересного. Ну, во-первых, композитный индекс стоимости жилья в Соединенных Штатах вырос, и он получился больше, чем это ожидалось и чем был в прошлый раз. Здесь ситуация очень интересная. Неоднократно обращал ваше внимание на различные события рынка недвижимости Соединенных Штатов, ну и Канады тоже, поскольку они комплементарны. Здесь сейчас текущий рост привел к тому, что идет переписывание максимума, который был в конце 2013 года. С чем это связано? Казалось бы, кризис, все должно сыпаться и так далее. Но, смотрите, этот кризис очень интересный. Этот кризис, он на самом деле нацелен на изменение работы экономики и уклада технологического. Соответственно, новый уклад – это фанмак, то есть это то, что связано с онлайном. Если есть онлайн, вам не нужно ехать в офис, там просто нечего делать. Вам не нужно тратить время на пробки, на метро. Вы находитесь дома, удаленно решаете вопросы и выполняете все, что вам требуется. Соответственно, что для этого нужно? Для этого нужен интернет, нужен компьютер и желательно 2-3 компьютера. И для этого нужен дом, желательно загородный дом со свежим воздухом, солнышком, лесом, речкой, чтобы птички пели и заряжали позитивом. Вот поэтому рынок жилья в Америке и летит как ракета вверх. Вот, да, то есть обычно при кризисе, как мы с вами неоднократно это наблюдали, недвижка в силу ее неликвидности и затратности она падает. Но здесь как раз недвижка растет. Но растет какая недвижка? Растет жилая недвижка и растет то, что идет под логистические склады. То, что связано с офисами, с торговыми центрами, оно все находится в даунтренде. И даже если сейчас будут какие-то отскоки, все равно вся эта недвижимость, она так или иначе будет проседать, потому что потребность в ней, она снижается, и в дальнейшем все будет в большей степени переходить в онлайн. Да, сейчас, когда начнутся открытия, после победы всплесков ковида, какое-то время будет отскок в коммерческой недвижимости, но дальше тренд перейдет на выход из коммерческой недвижимости, и по-прежнему какой-то спрос будет сохраняться в жилье и в складах. Итак, текущая ситуация с рынком недвижимости США показывает, что здесь с одной стороны практически переписан вот этот максимум, а с другой стороны здесь пока нету никаких разворотных формаций. Но рассматривали вчера или сегодня с утра был выпуск, я там рассказывал, что есть пересечение индекса цен первичного и вторичного жилья. Вот это несколько настораживающий индикатор, но он работает с определенным временным лагом. Пока здесь все хорошо, все цветет, все пахнет, и, наверное, ФРС завтра зарядит всех оптимизмом. Так, ну и второй момент, индекс доверия потребителей США. Здесь у нас уже второй раз он выходит выше ковидных значений. То есть на текущий момент он указывает, что полное восстановление в доковидную эпоху здесь произошло. Вопрос только в том, как и насколько прочно он удержится на достигнутых значениях. Так, ну и вот сейчас такой интересный момент. 100 дней Байдена, соответственно, как идет президентство Байдена и какие изменения произошли. Но мы с вами видим, что все действие Байдена направлено на две вещи глобально. Первая вещь – это восстановление после всего вот этого ковидного безобразия, которое случилось. В том числе оно направлено на сглаживание социального неравенства, надлежащая налоговая политика, немножко подкромсать богатых, немножко дать тем, у кого мало денег, иные перераспределения произвести. Ну и, соответственно, различными способами попытаться снизить социальную напряженность. Потому что в Америке накануне прихода к власти Байдена была действительно ситуация не ахти. Люди были настроены очень негативно, исходя из политических взглядов разных, они друг на друга чуть ли не бросались с оружием. Такое бывает.
всякая политика, всякое социальное устройство, оно несет в себе издержки, американское устройство несет в себе издержки, связанные со свободным обращением оружия. Но везде свои плюсы и свои минусы. Но вот лично мое ощущение, Байден на текущий момент достаточно успешно справляется со всеми задачами, начиная от зеленых технологий и заканчивая тем, что связано с социальной сферой Америки, с ее экономикой и так далее. То есть это как раз тот президент, тот случай, который, я думаю, он будет очень успешно выполнять свои функции, и он войдет в историю именно как президент, который made America great again. Единственное, какие здесь есть издержки, но я даже не знаю, это издержки или это данность, это его внешняя политика, которая она обострилась и в отношении Китая, и в отношении России, и ряда других стран. Скажем так, те моменты, которые были пущены на самотек во времена Трампа, сейчас они возвращаются вполне как бы к определенной политике Демократической партии США, которая на протяжении многих лет, десятилетий проводилась. Они, по сути, просто развернули лодку так, как она раньше и плыла. Так, друзья, давайте посмотрим, какие еще есть новости более детально. Так, Putin's bid to dodge dollar pickups as export move to euro. Но в текущий момент у России все внешние операции, они по большей части проходят в евро. То есть вот именно оборот в евро, все, что происходит в евро, накопления, они стали преобладать над долларовыми. На самом деле этот ход вполне здравый. И этот ход надо было сделать давно. Здесь абсолютно ни при чем, никакая ни политика, ни санкции. Дело в том, что у России самый главный и самый эффективный торговый партнер – это Европа и Евросоюз. В Европе и Евросоюзе евро. Соответственно, логично все делать по большей части в евро. Ну и сейчас на текущий момент в основном оборот в долларах он идет с Китаем и с рядом других стран. То есть по сути как бы Россия она уже давно должна была перейти на евро. И здесь абсолютно никакой политики и санкций нет. Это обычная экономика и здравый смысл. Но если ты торгуешь с тем, у кого евро, и тебе надо держать запасы и резервы в этой валюте, то соответственно логично их держать в евро. Здесь вообще просто естественный ход вещей. Так, друзья, если переходить к финансу, здесь, как обычно, адский ад. Но давайте посмотрим, какая интерпретация, какое видение у этого ресурса. Так, со счетов утекли 700 миллиардов рублей за 3 месяца, вполне естественно, потому что деньгам на банковских счетах абсолютно делать нечего в текущих реалиях. Деньги надо переводить либо в какие-то активы, акции, либо в кэш, желательно валютный, либо крипто. Так, что касается переговоров, встречи ОПЕК+, здесь ситуация без изменений. В общем-то, то, что происходит в Индии, оно внесло негативные коррективы. Потому что это спрос на нефть, и текущий расклад указывает на то, что не до конца ясно, как будет происходить восстановление экономики мировой, и не завершится ли это еще более жесткой третьей волной, или четвертой, смотря где как. И новость, которая она достаточно негативная, я считаю, российскому бизнесу запретили иностранный аудит. Что такое аудит? Для того, чтобы сделать какие-то шаги в финансовом мире, например, выпустить облигации, где-то разместиться, вам нужен аудит соответствующей компании. То есть, если у вас нет аудита доверенной, аккредитованной, компании, которой разрешено вести такую активность, то, соответственно, вы не сможете ни облигации выпустить, ни разместиться на западных площадках. И поэтому такой ход, это, конечно, я считаю, очень существенный негатив. И подобные ходы, они будут ухудшать положение российского бизнеса. И что я могу сказать? Если почитать новости, наложить их на пространственно-временной континуум, и аппроксимировать то, что происходит, все это указывает на неблагоприятное развитие ситуации в России. Так, друзья, давайте перейдем к графикам, посмотрим, что у нас тут происходит и какие движения в ближайшее время, скорее всего, случатся. Так, то, что касается индекса доллара, здесь идет попытка разворота и все-таки возврата доллара сначала на 92,2 и потом, возможно, на 91,2 и потом, возможно, 91,5.
Вот эта вот, конечно, фигурка, она несколько подпортила картину, которая была нацелена на дальнейшее снижение доллара к мировым валютам. Так, далее VIX, дневной таймфрейм тоже, но здесь VIX застрял в боковике. И такое застревание в боковике, оно, в общем-то, ведет к движению наверх. Вопрос только, когда это будет реализовано. Я так подозреваю, это до майских праздников, до середины. Скорее всего, вот этот боковик, он задержится. Ну, конечно, есть вероятность завтра на заседании ФРС будет выход. Но я все-таки склоняюсь к мысли о том, что его здесь промаринуют до середины мая. Так, друзья, ну далее S&P 500, SFD на фьючерс. Сегодня у нас очередной рекорд, ни дня без рекорда. 4200 потрогали и немножко откатились. Но здесь как бы на самом деле, я думаю, здесь уже просто жизненно необходим коррекционный откат хотя бы вот куда-то сюда, вот на 4130. Потому что, ну, такой рост, он уже какой-то становится просто противоестественный. Вот, он ни объемами ничем не подтверждается. То есть, понятное дело, что идут деньги, что шортисты горят адским огнем, которые зашортили. Вот, но тем не менее, все равно для того, чтобы двигаться вперед, нужно для разгона сделать шаг назад, а потом 2 или 3 вперед. Но сейчас, скорее всего, заседание ФРС вот в этом диапазоне так и будет движение 4160-4200. А завтра перед ФРС непосредственно и после решения посмотрим, куда выведет эта кривая хитрая. Так, далее крипта. Ну смотрите, эфир, дневной таймфрейм, вернулся он в этот канал. И в этом канале он, скорее всего, в ближайшее время двигаться и будет. Потому что у эфира, я считаю, у него очень большой потенциал по ряду причин. И он, в общем-то, какое-то время он отставал от биткоина. И сейчас он, как ни крути, должен взять свое. Ну, наверное, 2800-3000 мы в обозримом будущем увидим. Так, у биткоина сейчас критичный момент. То есть он должен преодолеть 56 800. Если сегодня-завтра не преодолевает, он пойдет откатываться и будет опять тестировать 52 тысячи. Но если мы посмотрим опять же эфириум и биткоин, сейчас эфириум растет на 5%, биткоин растет на 2%. У эфириума отложенный эффект движения, плюс сейчас идет масса слухов относительно открытия криптофондов Соединенных Штатов для богатых клиентов. И даже есть информация о том, что эти криптофонды будут в основе базироваться на эфириуме. То есть там есть определенные сдвиги в сторону эфириума против биткоина. Вот. На фоне всего этого мы видим такое изумительное движение по эфиру. Так, друзья, далее нефть. Дневной таймфрейм. Ну, по дневке у нас боковик в диапазоне идет. По часовому таймфрейму на текущий момент у нас консолидация в диапазоне 66,2-65,8. Соответственно, если будет откат и пробой 65,7, 65,6 вот этого значения, то нас ждет отсюда движение, цель которого первое будет 65,5. И потом, как ни крути, наверное, могут потянуть и на 65-64,8. Вот сюда, вот в этот диапазон. Если здесь пробоя сейчас не будет, то мы здесь набираем хворост и идем вверх, цель движения 67. Сегодня, либо завтра утром. Пока вот эта ситуация сейчас не разрешилась, я думаю, в ближайшие часы здесь возникнет ясность. Вот либо пробивание этого диапазона и движение в район 64,8 и 9, или же если вот этого пробоя не будет, то мы завтра с утра идем отскакивать, тестировать 66,4 и вверх. Но и сейчас на текущий момент, я думаю, все-таки какое-то движение будет в район 66,2, вот куда-то сюда. Опять же, это в том случае, если не возникает пробой 65,9, 65,75 вот этого диапазона. Так, далее золото. Золото находится в боковике, ждет оно ФРС. Сейчас на текущий момент отсюда пойдет движение, цель его потестить верхнюю границу, это 1783. Опять же, в каком случае этого движения сейчас не будет? Если сейчас будет задерг вниз и пробой 1776. Если сейчас такое движение возникает, то отсюда развивается движение сначала на 1772, потом на 1766, вот сюда, вот к этому значению.
Я думаю, сейчас больше вероятность того, что отсюда все-таки пойдет отскок, и мы сейчас вечерком вот сюда куда-то сгоняем. Так, друзья, далее евро-доллар. По евро-доллару сейчас ситуация в состоянии неопределенности находится, потому как будет не будет биться вот этот уровень 1,2048, 1,2050. Если он не будет биться и не пробьется, то у нас вот здесь отсюда разворотная формация и движение на 1,2120 с пробоем и уходом наверх. Если сейчас все-таки здесь возникает пробой, то понесет его тестировать 1,1991. То есть вот эта ситуация, которая была с утра, она так и не разрешилась. Но с другой стороны, это и хорошо, это означает, что оно болтается в боковике. Вот. И если в течение ближайшего времени, сегодня-завтра с утра пробоя вот этого не будет, то оно пойдет, ну как минимум, тестировать вот эту верхнюю границу. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, наша главная скрепа. Фигура технического анализа, сом, который залег на дно. И не идет он ни туда, ни сюда. Но на самом деле здесь его просто выкупают, и поэтому укрепляться рублю, я думаю, вот с этих значений не дают. Потому что, судя по структуре сделок, его здесь очень плотно сметают. Точнее, его даже очень плотно сметали уже вот здесь вот в районе 75.25 и 75.47. Так, ну и дневной график, это был 4-часовой до этого, по дневочке здесь у нас идет накопление. Собираемся, пока налоговый период не завершился, силами. Ну и потом, если пробоя вот этого не будет, то, соответственно, надо сходить, ну, для начала куда-то сюда, а потом, может быть, повыше. Но здесь нету однозначного такого решения сказать, что вот оно завтра все, он там упадет на 72 и уйдет на 76. Здесь такого не бывает. Надо четко понимать, что весь технический анализ, это касается и индикаторов, и свечей, и фигур, и паттернов, и фракталов, и так называемый ВСА, которые почему-то говорят, что это не технический анализ. Надо четко понимать, что это просто определенный набор соотношений, который позволяет понять, куда в такой ситуации, при такой расстановке сил может двигаться рынок. То есть ни одно из этих самых направлений не дает стопроцентной вероятности, что вот движение оно пойдет туда и только туда. Всегда есть вариант. Это как ряды в математике временные. Там много-много членов входит в состав уравнений. Каждый член меньше последующего, но тем не менее он определенное влияние оказывает. И поэтому сказать, что вот сейчас как бы мы все по рублю уйдем там на 70 по доллару, ну такого, я думаю, нельзя сделать. Равно как и сказать, что вот все как бы мы сейчас улетаем и будет 120 завтра, послезавтра. Нет. Но фундаментально ситуация сейчас она настроена на отскок, поскольку действительно рубль очень сильно сдавили, но средняя и долгосрочная перспектива, я считаю, она не в пользу рубля. Здесь фактор – это экономика, фактор – это геополитика, это отдельные действия, которых делать было не надо и которые наверняка еще будут сделаны. И все это в совокупности оно будет оказывать негативное давление на рубль. Вот. Ну и здесь по традиции, конечно же, у нас 1 августа. Вот 1 августа в этом году еще будет июнь месяц, когда будет масса заседаний и решений. И потом 1 августа. И я думаю, если не июнь, в июне будет благостно, все и спокойно. Ну потому что всех напугали, что там ведут санкции и так далее, то уже, я думаю, в августе свое будет взято. Так, друзья, ну переходим на часовик, отвлеклись мы от наших дел бренных. Что здесь можно сказать? Можно сказать, что сейчас он находится в боковике. И сейчас все приковано к завтрашнему заседанию ФРС. Когда выйдет доктор Пауэлл, скажет, что я оставляю ставки, я еще напечатаю кучу бабла и вброшу его в рынок, и все улетит в космос. И после этого можно будет пробить вот это значение и сходить хотя бы краткосрочно на 74.1. Но если доктор Пауэлл не будет столь благостен, то мы увидим движение на 76.20. Так, друзья, ну сегодня у нас, скорее всего, боковик продолжится. И здесь у нас просто по логике вот всего этого движения напрашивается на 75.1.
Вот, в том случае, если все-таки будет движение вниз и пробой 74,7, то мы можем увидеть движение 74,6, 74,5. Но сейчас, видите, здесь все сдавлено, и поэтому я полагаю, на сегодня здесь никаких резких движений не произойдет. Конечно, если будет пробой в силу различных причин и потащит стоп-заявки, можем увидеть очень сильное движение, как вверх, так и вниз, в зависимости от того, куда потащит. Но на самом деле новостной фон, он в большей степени в последнее время ориентирован на движение вверх, на ослабление рубля. Да, мы там наблюдали, был момент, когда отвели войска и сразу рубль резко укрепился, но на самом деле вот это укрепление рубля, которое произошло, оно было непропорционально. То есть если бы действительно ужас прошел, мы должны были уйти в район 72, может быть даже 70. Но поскольку такого нет, значит пружина все равно сдавлена и может в любой момент сработать. Так, друзья, далее РТС фьючерс. Ну смотрите, на сегодня у нас вот это движение, которое так очень хорошо, очень позитивно, прям вот оно с утра началось. Ударились в крышечку 150, по крышечке потоптались и откатились. Но опять же откатились попсово, откатились просто до нижней границы, до 148. Сейчас здесь идет набор позиций, точнее он уже произошел, и движение на 150 в рамках вот всей этой консолидации. Если здесь возникает откат и пробитие 147 800, то в такой ситуации мы можем увидеть внезапный резкий задерг или планомерное снижение, цель которого будет 145 600, вот куда-то сюда, в этот диапазон. Вот. Но сейчас пока предпосылок для этого нету. Точнее, вот они здесь было наметились, но их резко убрали. Вот. И поэтому на текущий момент движение к верхней границе. И пока нету пробоя этого значения, ничего страшного нам на текущий момент не угрожает. Все позитивно, ждем благодушного доктора Пауэлла завтра вечером, который заявит, что будет печатать много денег. Так, друзья, но это на самом деле все, основной момент. Евро-рубль, я думаю, смысла нет рассматривать. На вечерке ликвидность не столь высока. Вот. Ну и завтра с утра тогда посмотрим по акциям, что там, да и как. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего, удачи!